Привет! Все началось с одной эмоциональной ошибки. Хуа Цзин применил цветочное зеркало, перехватил контроль над разумом союзников Хань Ли и обратил их против него. Хань Ли точечно замыкает магическую связь с золотой молнией, отключает контроль, не выжигая друзей, и оставляет врага живым. Живой враг ценнее мертвого. Но Ши Чуанькун, ослеплен местью, уничтожает душу Хуа Цзина. Секундная потеря контроля, и на них навлечен гнев мастера Дао Сияющей Кости, культиватора стадии Зенита Небес. Лояльный Сюэ Чен становится приманкой, создают кровавые аватары, которые транслируют ту же духовную сигнатуру, что и оригинал. Абсолютную мощь нельзя пробить, но ее системы наведения можно на секунды запутать. Этого окна хватает, чтобы нырнуть в пространственную дверь. Дальше герои делают то, чего никто не ждет. Возвращаются обратно в превосходный город, притворившись близнецами клана Юй. Всевидящее око ищет всплески энергии. Оно не ищет людей с талончиками в очереди на телепортацию. Серая обыденность оказывается лучшей защитой от зенита небес. Они стоят у телепортационной пагоды. Для запуска не хватает ровно одного пассажира. А теперь слушаем дальше. Глава 811. Безжалостный. Услышав это, Хань Ли и Ши Чуанькун слегка напряглись. «У нас срочное дело, которое нужно уладить. Не могли бы вы телепортировать нас двоих, старший?» — спросил Ши Чуанькун. «Да, но вам двоим придется заплатить за телепортацию, которая рассчитана на троих. Кроме того, телепортация в город Чуй будет стоить дороже, чем в другие места». «Вы все еще хотите отправиться туда?» — спросил пожилой мужчина в черной мантии. Ши Чуанькун изобразил нерешительность, повернулся к Хань Ли и сказал: «Это будет стоить дополнительных денег, но мы действительно торопимся. Если мы не доберемся до города Чуй вовремя, глава нашего клана будет в ярости. Стоит ли нам это делать?» Хань Ли тут же подыграл ему и ответил: «Если мы не доберемся до города Чуй к вечеру, глава нашего клана точно нас накажет. Думаю, нам просто придется оплатить счет и надеяться, что глава нашего клана даст нам дополнительную награду, чтобы покрыть расходы. Мы с вами поделим расходы на телепортацию, старший», — решил Ши Чуанькун, повернувшись к пожилому мужчине в черной мантии и прижав кулак к груди в знак приветствия. «В таком случае вы можете внести плату и подождать у массива. Как только люди перед вами будут телепортированы, наступит ваша очередь. Также покажите мне свои идентификационные жетоны, мне нужно сделать несколько записей», — сказал пожилой мужчина в черной мантии. Ши Чуанькун снова достал новую пару идентификационных жетонов и протянул их собеседнику. Взглянув на жетоны, удостоверяющие личность, пожилой мужчина в черной мантии слегка изменился в лице и поспешно поднялся на ноги, сложив руки в приветственном жесте и сказав: «Пожалуйста, простите меня, я не знал, что вы служите герцогу равновесия». «Не нужно нам кланяться, старший, мы всего лишь пара скромных слуг», — поспешно сказал Ши Чуанькун, отвечая на поклон. «Герцог равновесия широко известен во всем нашем священном царстве. Даже если вы всего лишь его слуги, это все равно не повод для насмешек. Будьте уверены, я организую вашу телепортацию, как только эта группа уйдет», — сказал пожилой мужчина в черной мантии с благоговейным выражением лица. «В таком случае мы полагаемся на вас, старший. Однако правило есть правило, и мы отдадим плату за телепортацию в обычном порядке», — с улыбкой ответил Ши Чуанькун. Пожилой мужчина в черной мантии был очень доволен вниманием и добродушием Ши Чуанькуна, и атмосфера между ними сразу потеплела. «Кто такой этот герцог равновесия? Похоже, он очень уважаемый человек», — спросил Хань Ли по голосовой связи. «Герцог равновесия и мой третий брат — одно и то же лицо», — с улыбкой ответил Ши Чуанькун. «Твой брат — герцог?» — спросил Хань Ли. «Все верно. Мой отец всегда был очень строг в вопросах присвоения официальных титулов своим детям, и такие титулы нужно было заслужить в бою. Из всех моих братьев и сестер официальными титулами обладают менее половины. Среди них мой старший брат Ши Чжэньфэн носит высший официальный титул великого герцога, а мой третий брат и пятая сестра — герцог и герцогиня. Что касается остальных, то большинство из них носит титул маркиза», — ответил Ши Чуанькун. «Похоже, что восхищение этого человека твоим братом выходит за рамки восхищения обычным герцогом. Есть ли что-то особенное в титуле твоего брата?» — спросил Хань Ли. «Даже среди герцогов существует определенная иерархия, а также различия в закрепленных за ними территориях.
Мой третий брат — один из 3 герцогов с самым высоким рейтингом, в то время как моя 5-я сестра находится чуть ниже в иерархии. Кроме того, мой третий брат всегда был известен как очень честный и справедливый человек, поэтому у него было много поклонников по всему священному царству. С улыбкой ответил Ши Чуанькун. Понятно. Пока они разговаривали друг с другом с помощью голосовой связи, пожилой мужчина в черной мантии закончил вести записи, затем подвел их к телепортационному массиву и дал несколько указаний культиватору, державшему пластину массива, после чего вернулся за свой стол. Хань Ли и Ши Чуанькун терпеливо ждали, пока телепортационная матрица начнет светиться, но в этот момент они встревоженно переглянулись. Он действительно поймал его. Как близко он был к цели. Размышлял Ши Чуанькун. То, что он погнался за Сюй Ченом, означает, что наш план сработал. Сказал Хань Ли. Мы действительно отправили этого старого ублюдка по ложному следу. Как только мы доберемся до города Чую, мы сразу же уедем, и у него не будет времени, чтобы нас перехватить. Ответил Ши Чуанькун, кивнув. Интересно, как сейчас поживает Сюй Чен? Задумчиво произнес Хань Ли с обеспокоенным выражением лица, и они оба замолчали. Вскоре свет в массиве для телепортации погас, и 3 людей, находившихся в массиве, были телепортированы. Культиватор, державший пластину для массива, заменил в нем дьявольские камни происхождения, после чего Хань Ли и Ши Чуанькун были приглашены внутрь. Они вдвоем направились к центру массива, и культиватор, державший пластину массива, начал его активировать. Массив начал гудеть, и из-под земли поднялись серебристые искры, которые окутали их двоих, словно рой светлячков. Как раз в тот момент, когда массив должен был активироваться, пластина массива в руке культиватора внезапно без всякого предупреждения взорвалась, и свет в массиве мгновенно погас. Сразу после этого в пагоду с поразительной скоростью влетел луч пурпурно-золотого света. Стражники в пагоде уже были готовы броситься в бой, но, увидев незваного гостя, тут же упали на колени и поприветствовали его. Мы выражаем свое почтение уважаемому градоначальнику. Хань Ли нахмурил брови и бросил взгляд на мужчину средних лет, который только что ворвался в пагоду. У него были большие проницательные глаза, высокий нос и тонкие, как лезвие, губы. «Неужели ты не мог закрыть на это глаза?» — вздохнул Ши Чуанькун с кривой улыбкой. «Я уже однажды тебя отпустил. Тебе действительно не стоило возвращаться». Вздохнул маркиз Небесного Топора. «Неужели нет возможности договориться?» — спросил Ши Чуанькун. Маркиз Небесного Топора не ответил. Вместо этого он лишь холодно произнес: «Здесь скрываются беглые преступники, которых нужно задержать. Все остальные, убирайтесь отсюда и убедитесь, что никто не приближается к этой пагоде. Любой, кто попытается встать у меня на пути, будет убит на месте». В то же время из его тела вырвался поток огромной дьявольской ци вместе с аурой средней стадии зенита небес, и все люди, ожидавшие телепортации, в слепой панике бросились из пагоды. За ними быстро последовали культиваторы из поместья городского лорда. Когда пожилой мужчина в черной мантии уходил, он не смог удержаться и бросил обиженный взгляд на Хань Ли и Ши Чуанькуна. Все бросились к главному входу в поместье городского лорда, а затем оглянулись на пагоду. Через несколько мгновений раздался оглушительный грохот, и в небо взметнулся поток дьявольской ци, рассеяв все облака. В то же время телепортационная пагода взорвалась, вызвав мощные ударные волны, которые распространились во всех направлениях. Около дюжины близлежащих зданий были снесены до основания. Культиваторы, стоявшие на страже, поспешно принялись за дело, выстраивая массивы, чтобы противостоять ударным волнам. Только так им удалось предотвратить разрушение всего поместья городского лорда. Сразу после этого из-под обломков телепортационной пагоды внезапно вылетел маркиз Небесного Топора. Он холодно взглянул на всех присутствующих и, не сказав ни слова, удалился. Пожилой мужчина в черной мантии думал, что его привлекут к ответственности за этот инцидент, и уже был готов умереть, поэтому не мог сдержать слез радости от бездействия маркиза Небесного Топора. 3 месяца пролетели как один миг. Внутри поместья городского лорда в городе Чуй располагалось величественное здание с куполообразной крышей, внутри которого находился гигантский телепортационный массив. Несколько фигур появились внутри массива вспышки серебристого света, затем вышли из массива и направились к выходу из пагоды. У входа в пагоду за столом сидели 2 пожилых мужчин. Один из них был одет в темно-зеленую даосскую мантию и пристально смотрел на людей, выходящих из массива. Этим человеком был никто иной, как даосский мастер Сияющая Кость, который ждал Хань Ли и Ши Чуанькуна здесь уже больше 3 месяцев. Люди, только что вышедшие из строя, были очень недовольны его пристальным взглядом, но не осмеливались ничего предпринять и могли лишь поспешно удалиться. Пожилой мужчина, сидевший рядом с даосским мастером Сияющая Кость, был культиватором, отвечавшим за ведение записей и сбор платы за телепортацию. За последние 3 месяца он тоже порядком перенервничал.
прошло уже так много времени, старший сияющая кость. Если бы люди, которых вы ждали, собирались приехать, они бы уже давно это сделали. Я думаю, что они, скорее всего, отправились в какой-то другой город. Неуверенно произнес Золотой Бессмертный. Похоже, меня снова выставили дураком. Вздохнул даосский мастер Сияющая Кость. Золотой Бессмертный не знал, кого ждет даосская мастер Сияющая Кость, но и не собирался спрашивать. 3 месяца назад правитель города велел ему позволить даосскому мастеру Сияющая Кость делать все, что ему заблагорассудится, и сказал, что он не должен ни помогать даосскому мастеру Сияющая Кость, ни задавать ему вопросы. Пожалуйста, поблагодарите от моего имени господина Ауяна. Я обязательно навещу его в его поместье. Сказал даосский мастер Сияющая Кость, поднимаясь на ноги. Я обязательно так и сделаю, старший. Поспешно ответил Золотой Бессмертный и тоже встал. Даосский мастер Сияющая Кость в последний раз взглянул на телепортационный массив и вышел из пагоды. Глава 812. Помощь. Регион Горного озера располагался на юге царства дьявола, как следует из названия, изобиловал горами и озерами. Город Восточной горы был ничем не примечательным приграничным городком в регионе и располагался у подножия Восточной горы. К западу от города находилось огромное озеро радиусом в сотни километров, а близость города к горе и озеру создавала великолепные пейзажи. Каждое утро, когда над озером начинало восходить солнце, с поверхности озера поднималась дьявольская ци, создавая необычное и завораживающее зрелище. Высота Восточной горы составляла всего около 3000 метров, но вид сей вершины был исключительным, что делало ее идеальным местом для наблюдения за дьявольским явлением ци. Многие демонические культиваторы чувствовали, как демоническая ци в их телах резонирует всякий раз, когда они смотрят на это явление, и это в определенной степени ускоряло их развитие. Поэтому каждое утро на вершине горы собиралось множество демонических культиваторов низкого уровня. В этот день дьявольское явление ци только начало ослабевать, и все культиваторы на вершине горы начали расходиться. Тем временем сгорбленный старик в серой мантии и высокий молодой человек с каменным лицом спускались с горы по каменным ступеням. У молодого человека была довольно скучная и неинтеллигентная внешность, но глаза у него были очень яркие и чистые. «Зачем ты проделал весь этот путь только для того, чтобы увидеть это дьявольское явление ци, братши? Наверняка при твоем уровне развития наблюдение за таким явлением не повлияет на твое совершенствование», — спросил молодой человек. «Я немного расстроился из-за того, что так долго был в бегах, поэтому решил приехать сюда, чтобы просто посмотреть на достопримечательности и расслабиться», — объяснил пожилой мужчина с сгорбленной спиной. Этими двумя были никто иные, как переодетые Хань Ли и Ши Чуанькун. Хань Ли сказал: «Даже сейчас я не понимаю, почему маркиз Небесного Топора решил отпустить нас в тот день. Более того, он даже предупредил нас, чтобы мы не ездили в город Чую. Честно говоря, я тоже в полном недоумении. В тот момент я думал, что мы обречены. Возможно, это как-то связано с моим братом. Очевидно, что я сам по себе недостаточно важен, чтобы повлиять на его решение», — ответил Ши Чуанькун. Ему действительно пришлось выложиться по полной. Чтобы убедить всех, что мы мертвы, ему пришлось разрушить целую телепортационную пагоду. Восстановление наверняка обойдется в кругленькую сумму. Усмехнулся Хань Ли. Услышав его предупреждение, я понял, что нам не только нельзя идти в город Чую, но и нужно избегать всех других городов, в которых есть телепортационные массивы, ведущие в город Ночного Солнца, внезапно сказал Ши Чуанькун. Действительно. Сейчас все думают, что мы спешим вернуться в город Ночного Солнца, поэтому они наверняка примут меры, чтобы перехватить нас в этих городах. Если мы будем действовать безрассудно и столкнемся с еще одним культиватором Зенита Небес, я не могу гарантировать, что нам повезет», — ответил Хань Ли, кивнув. «Вот почему нам как никогда важно набраться терпения. Нам придется продолжать телепортироваться между регионами, чтобы постепенно приближаться к городу Ночного Солнца», — сказал Ши Чуанькун с кривой улыбкой. «Если мы так поступим, то дорога до города Ночного Солнца точно займет у нас больше времени, но у такого плана есть много преимуществ. В конце концов, есть много городов с телепортационными массивами, ведущими в разные регионы, так что никто не сможет предсказать, какой маршрут мы выберем», — задумчиво произнес Хань Ли. «Единственная проблема заключается в том, что выполнение моего обещания придется отложить, как и твое возвращение в Бессмертное царство», — сказал Ши Чуанькун с оттенком вины в глазах. «Все в порядке. Если это возможно, давай останемся на Восточной горе еще ненадолго. Мне нужно кое-что сделать, и мы сможем продолжить путь, когда я закончу». «Ты не против?» — спросил Хань Ли. «Конечно, давай сделаем так, как ты говоришь, брат Ли», — с улыбкой ответил Ши Чуанькун.
Они продолжили путь, болтая на ходу, и спустились по извилистой горной тропе к уединенному утесу. После этого Ши Чуанькун взмахнул рукавом, и пространственный барьер исчез, обнажив пару недавно вырытых пещерных жилищ, расположенных рядом друг с другом. Они попрощались и вернулись в свои пещерные жилища. Войдя в свою пещерную обитель, Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы создать дверь из серебристого света, а затем шагнул в нее и оказался у входа в свой сад духовных трав. Дао Се уже ждал его там и сказал: «Брат Даос Хань, воины Дао в саду уже созрели. Я сдерживал их силой массива, и теперь они готовы к сбору. Спасибо вам за усердную работу», — ответил Хань Ли и быстро направился в сад. Они вдвоем направились в ту часть сада, где были посажены воины Дао. Даже издалека они слышали треск электричества. Приблизившись к этому месту, Хань Ли обнаружил, что почва с аурой молний почти полностью высохла, а земля стала сухой и потрескавшейся, что указывало на то, что энергия молний в почве уже полностью истощилась. Дерево воина Дао, напротив, светилось, а его ветви были увешаны гибкими стручками, над которыми вспыхивали крошечные фиолетовые молнии. По сравнению с предыдущим урожаем, на этот раз на дереве висело гораздо больше стручков, и аура, которую они излучали, была заметно сильнее. И то, и другое, естественно, очень воодушевляло Хань Ли. Он израсходовал всех своих воинов Дао во время прорыва в горном массиве 10 опасностей, так что эта партия пришлась как нельзя кстати. «Убери массив, брат Се. Пришло время собирать урожай», — сказал Хань Ли с улыбкой. Даос Се кивнул в ответ и сложил руки в печати. Из земли вокруг дерева воина Дао вылетели 7 или 8 золотых пластин и вернулись в его руки. С дерева исчез прозрачный световой барьер, и слабое потрескивание электричества мгновенно переросло в оглушительный грохот, а во все стороны хлынул яркий фиолетовый свет. Хань Ли был слегка ошеломлен увиденным. Он взмахнул рукавом, из него вырвалась полоса лазурного света, которая образовала световой барьер вокруг дерева воина Дао, чтобы сдержать пурпурную молнию и не дать ей повредить другие духовные растения в саду. Раздалась череда раскатов грома, и дерево Дао воина быстро увяло, отдав всю оставшуюся энергию стручкам бобов. Сразу после этого вспыхнула расширяющаяся фиолетовая молния, и во все стороны полетели золотые бобы с фиолетовыми узорами в виде молний на поверхности. Увидев это, Хань Ли взмахнул рукой, и в его ладони мгновенно появилась глубокая небесная тыква. Он наклонил тыкву вперед, а затем похлопал по ее нижней части, и в горловине тут же образовался зеленый вихрь, который втянул в себя все золотые бобы. Грохот в саду духовных лекарств продолжался несколько минут, прежде чем наконец утих. К тому времени тысячи бобов уже были поглощены глубокой небесной тыквой. Он потряс тыкву в одной руке, а в другой держал золотой первичный боб, и в его глазах мелькнуло разочарование. В этот раз дерево воина Дао принесло ему только один первичный боб. Он влил в первичную формулу заряд бессмертной духовной силы, и из узоров на ее поверхности мгновенно вырвалась фиолетовая молния, от которой у Хань Ли онемела вся рука. Эта фиолетовая молния выглядит довольно устрашающе, и она сохранила некоторые липкие свойства почвы с аурой молнии. Заметил Даос Се. Действительно. Интересно, смогут ли эти свойства как-то усилить воинов Дао? Задумался Хань Ли. Брат Даос Хань, я как раз знаю о массиве экстремальная фиолетовая молния, который, возможно, больше подойдет этим воинам Дао, чем массив блокировка источника молнии. Если ты мне доверяешь, то можешь оставить этих воинов Дао мне для совершенствования. После недолгого колебания предложил Даос Се. Конечно, я доверяю тебе, брат Се. Я буду взращивать этих воинов Дао в своей глубокой небесной тыкве некоторое время, а затем передам их тебе. Если тебе понадобятся какие-либо материалы для массива, просто составь список и передай его мне. С улыбкой ответил Хань Ли. Услышав это, Даос Се сложил пальцы в приветственном жесте. Кстати, если ты вспомнишь какую-нибудь еще информацию о своем прежнем хозяине, обязательно скажи мне. Поскольку твой прежний хозяин был из царства дьявола, а мы сейчас находимся в царстве дьявола, возможно, я смогу исполнить здесь его последнее желание», — сказал Хань Ли. Я пытался восстановить еще несколько воспоминаний, но безуспешно. Смиренно ответил Даос Се. «Все в порядке. Если не случится ничего непредвиденного, мы еще какое-то время пробудем в царстве дьявола». Кивнул Хань Ли. Они еще немного поболтали, после чего Хань Ли покинул сад духовных растений и направился к бамбуковому зданию у пруда. Поднявшись на второй этаж, он обнаружил, что плачущая душа все еще лежит без сознания на кровати. Теплый нефрит, пурпурное солнце, висевший на шее, был значительно уменьшен в размерах, так что от него остался лишь небольшой кусочек. Хотя Хань Ли знал, что это не очень эффективно, он все же достал еще один кусок теплого нефрита, пурпурное солнце, среднего качества и заменил им тот, что был на голове плачущей души.
К счастью, несмотря на то, что она оставалась без сознания, колебания ее ауры становились все более стабильными к большому облегчению Хань Ли. Однако он все еще не знал, как лечить ее, и мог только надеяться, что решение придет, когда он доберется до города Ночного Солнца. К этому моменту на Ши Чуанькуна уже напали Ши Чжэньфэн и Ши Цзиньянь, и неизвестно, кто еще может напасть на него в будущем, так что путь в город Ночного Солнца точно не будет гладким. Хань Ли слегка нахмурился, когда в его голове возникла эта мысль. Глава 813. Росток. 2 месяца спустя. Хань Ли и Ши Чуанькун сидели друг напротив друга на длинных скамьях в павильоне за пределами города Восточной горы. «Брат Ши, я размышлял об этом последние несколько дней и пришел к выводу, что нам лучше не использовать телепортационный массив в городе», задумчиво произнес Хань Ли. «Почему так?» — спросил Ши Чуанькун. «Нам следует по возможности избегать многократных появлений в городе. Нет никакой гарантии, что в этих городах нет высокопоставленных культиваторов или шпионов твоего старшего брата, поэтому для нас будет безопаснее, если мы будем показываться как можно реже», — объяснил Хань Ли. «В этом есть смысл. Разведывательная сеть моего старшего брата не так обширна, как у моего третьего брата, но в этом плане он точно не отстает. Иначе он бы не узнал о нашем прибытии в горный хребет 10 опасностей так быстро», — ответил Ши Чуанькун, кивнув. «Согласно карте, которую ты мне дал, ближайший к городу Восточной горы — это город Связанного Феникса. Давай отправимся туда, а затем сразу же продолжим путь до города Семи озер. Там мы немного отдохнем», — предложил Хань Ли. «Ты предлагаешь нам изменить наш собственный маршрут, чтобы никто не мог предсказать, куда мы направляемся?» — спросил Ши Чуанькун, приподняв бровь. «Чем больше они будут в замешательстве, тем в большей безопасности мы будем», — подтвердил Хань Ли, кивнув. «Как всегда, впечатляет, брат Ли. Если бы не ты, мы бы не смогли пережить то испытание с даосским мастером «Сияющая кость». Мы сделаем так, как ты говоришь», — ответил Ши Чуанькун с улыбкой. Приняв решение, они вдвоем улетели вдаль на летающей повозке Ши Чуанькуна. 10 лет пролетели как один миг. В этот день над первобытным лесом летела черная летающая повозка, в которой находились Хань Ли и Ши Чуанькун, переодетые ученым в лазурной мантии и мужчиной в лазурных доспехах соответственно. Я не думал, что на путешествие из региона Горного озера в соседний регион затонувших гор уйдет целое десятилетие. Размышлял Ши Чуанькун. Путешествие без использования телепортационных массивов всегда занимало гораздо больше времени, а кроме того, на нас регулярно нападают дьявольские звери, так что это, естественно, тоже замедляет нас. Ответил Хань Ли. Дьявольские звери нашего священного царства чрезвычайно агрессивны. Если кто-то вторгается на их территорию, они часто бросаются в бой, даже если противник намного сильнее их. Возьмем, к примеру, дьявольского костяного голубя. Он был всего лишь на ранней стадии Золотого Бессмертного, но преследовал нас больше 3 месяцев. Сказал Ши Чуанькун с кривой улыбкой. Мы бы давно убили эту тварь, если бы не боялись, что это вызовет слишком большой переполох и привлечет внимание других. Давайте впредь будем осторожнее и постараемся избегать мест, где обитают эти могущественные дьявольские звери. Сказал Хань Ли. Город Горного Тюленя находится недалеко впереди. Как только мы доберемся туда, мы сможем воспользоваться телепортационной системой города, чтобы попасть в центральную часть Священного Царства. Большая часть этого региона — территория моего старшего брата, поэтому там нам нужно быть еще осторожнее. Сказал Ши Чуанькун. В таком случае давайте ненадолго остановимся в городе Горного Тюленя. Кивнул Хань Ли. Это неплохая идея. Город Горного Тюленя — второй по величине город в регионе затонувших гор, и это довольно процветающий деловой центр, так что мы можем пополнить здесь наши запасы. Сказал Ши Чуанькун. Приняв решение, они ускорили шаг и направились в сторону города. Войдя в город, они сначала отправились в гостиницу и сняли пару ничем не примечательных и относительно дешевых двориков для проживания. После этого они разделились, чтобы посетить знаменитые торговые улицы города. В царстве дьявола было не так много полезных для Хань Ли вещей, но, к счастью, ему не нужно было много покупать. Все, что ему было нужно, это материалы для массивов атрибута молнии, такие как дерево, сдерживающее молнию. Таким образом, пройдя всего одну торговую улицу, он смог купить почти все, что было в его списке покупок. Осталось только найти бусину грозовой пыли, но это будет непросто, подумал про себя Хань Ли, стоя в конце торговой улицы. Затем он свернул с этой улицы и пошел на восток по другой улице. Лишь поздно вечером он вернулся в гостиницу. Вернувшись во двор, он активировал все ограничения, прежде чем войти во владение цветочной ветви, и оказался в новом бамбуковом здании рядом с садом духовных растений.
Дао Се уже ждал снаружи. Он подошел к Хань Ли и спросил, как все прошло. Мне удалось собрать все, кроме бусины грозовой пыли. Вздохнул Хань Ли. Неудивительно, что в царстве дьявола так сложно найти эти материалы, но бусина грозовой пыли крайне важна для стимуляции и восполнения силы молний в воинах Даа, и без нее сила воинов Даа не увеличится. Сказал Дао Се. Это единственная цель бусины грозовой пыли? Спросил Хань Ли. Это его основная цель. У него есть и другие эффекты, но они незначительны. Ответил Дао Се. В таком случае, я думаю, в этом нет никакой необходимости. Сказал Хань Ли с улыбкой. Почему так? Спросил Дао Се. Хань Ли ничего не ответил. Он перевернул руку, чтобы призвать свою глубокую небесную тыкву, затем легонько похлопал по ее нижней части, и изнутри вылетела полоска пурпурно-золотого света, в которой находился мерцающий золотой боб. Дао Се слегка нахмурился, поймав боб, и тут же почувствовал, как по его телу пробежала мощная волна электричества. Он приподнял бровь и крепче сжал боб. Раздался громкий раскат грома, и из крошечного боба вырвалась пурпурно-золотая молния, похожая на пару гигантских молниевых крыльев. «Как такое возможно?» — воскликнул Дао Се. Почва с аурой молнии сама по себе не смогла бы вырастить такой мощный боб воина Даа. Если вы помните, я хранил все бобы в своей глубокой небесной тыкве, надеясь использовать особые свойства тыквы для улучшения качества бобов. Однако, к моему удивлению, силы закона молнии в лазурных мечах бамбуковых облаков внутри тыквы начали резонировать с бобами, и часть их силы закона молнии была передана в бобы. Бобы пролежали в тыкве больше 10 лет, и за это время их сила значительно возросла. Объяснил Хань Ли. В таком случае, похоже, что бусина из молниевой пыли действительно не понадобится. С улыбкой сказал Дао Се. Боюсь, это все хорошие новости. Из-за оттока силы закона молнии из моих мечей я чувствую, что они развиваются гораздо медленнее, чем раньше, внутри глубокой небесной тыквы. Вздохнул Хань Ли. Не будь жадным, собрат Даос Хань. Твои мечи поглотили и божественную дьявольскую молнию, и золотую молнию очищения костей, которые являются одними из самых мощных молний янского атрибута в мире. Твои воины Даа значительно усилятся, даже если поглотят лишь малую часть этих молний, и они будут особенно эффективны против призрачных врагов. Сказал Дао Се. Хань Ли на мгновение задумался над этой идеей, и на его лице появилась слабая улыбка. Поскольку все готово, я могу приступить к созданию воинов Даа. Сказал Дао Се. Тебе нужно, чтобы я что-то сделал? Спросил Хань Ли. Не сейчас. Процесс первичной обработки займет не менее 3 лет, и я могу завершить его самостоятельно. Однако для того, чтобы нанести руны на воинов Даа, потребуется человек с огромным божественным чувством, так что эту задачу придется взять на себя тебе. Ответил Дао Се. В таком случае я буду рассчитывать на тебя, брат Се. Сказал Хань Ли. После этого он перенес все свои бобы воинов Даа из глубокой небесной тыквы в тыкву, в которой хранилась предыдущая партия бобов воинов Даа. Дао Се принял тыкву от Хань Ли и довольно кивнул, слегка встряхнув ее, чтобы проверить, сколько бобов внутри. Он уже собирался развернуться и подняться на 2-й этаж бамбукового здания, как вдруг кое-что вспомнил, повернувшись к Хань Ли, сказал: «Кстати, тот корень дерева в саду духовных лекарств, кажется, пророс». Корень дерева. Услышав это, Хань Ли слегка растерялся, но затем на его лице появилось понимание, и он поспешил в сад духовных растений. Дойдя до определенного места в глубине сада, Хань Ли заметил тонкий саженец толщиной с палец. Он рос из высохшего корня дерева, а на его верхушке было 2 листочка. Листья были пронизаны бесчисленными тонкими прожилками, похожими на кровеносные сосуды человека. Они казались очень хрупкими, но в то же время довольно упругими и готовыми максимально использовать новую жизнь, которую им дали. Хань Ли присел на корточки рядом с хрупким саженцем, и на его лице появилась едва заметная улыбка. Он задумчиво произнес: «Я потратил много духовной жидкости из своей небесной бутылки, но ты наконец-то пророс, малыш». Саженец рос из корней дерева рождения близнецов, которые он принес из руин секты истинного искусства. Хань Ли протянул руку, чтобы погладить листья саженца, но не успел он этого сделать, как листья внезапно начали тянуться к его пальцу. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился и тут же задействовал свое божественное чувство, чтобы обнаружить, что листья распознали силу закона времени в его теле и поэтому приближались к нему. Хань Ли несколько раз осторожно погладил листья, и ничего не произошло. Он достал свою небесную бутылку, открыл ее и вылил последнюю каплю духовной жидкости прямо на 2 листа. Глава 814. Сельский городок. Духовная жидкость сформировала полупрозрачную, как нефрит, каплю,
которая медленно стекала по стволу саженца, а затем проникала в корни. Хань Ли снова выпрямился и убрал бутылку, а листья, которые тянулись к нему, вернулись на место. Саженец вообще никак не отреагировал, как будто ничего не произошло. Хань Ли это не смутило, и он задумчиво уставился на саженец, словно что-то обдумывая. Время шло, а Хань Ли так и стоял на месте, погрузившись в свои мысли. Некоторое время спустя выражение его лица слегка изменилось, на листьях саженца появились странные узоры, которые в мгновение ока распространились по всей поверхности листьев. В отличие от прожилок на листьях, эти узоры показались Хань Ли довольно знакомыми. Некоторое время глядя на них, Хань Ли вдруг хлопнул в ладоши и воскликнул: «Почему они так похожи на узоры до времени?» Узоры продержались всего несколько секунд, а затем исчезли, но Хань Ли глубоко задумался, нахмурив брови. Это древо рождения близнецов было посажено Муянем, старшим учеником патриарха мира. Могло ли случиться так, что ему каким-то образом удалось наделить его силой закона времени в процессе выращивания, или же древо рождения близнецов изначально обладало силой закона времени? Кроме того, действительно ли дерево могло помочь человеку преодолеть пагубное разложение, или это была просто старая сказка? В конце концов, Хань Ли так и не смог прийти к каким-либо конкретным выводам, поэтому ему оставалось только покачать головой, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. В любом случае было хорошо, что корни древа рождения близнецов снова дали побеги. После этого он оставался в саду еще почти полдня и ушел только после того, как осмотрел многие другие духовные растения, посаженные в саду. Затем он вернулся в бамбуковое здание у пруда, где в бессознательном состоянии все еще лежала плачущая душа, и сел на первом этаже, скрестив ноги. Потратив некоторое время на медитацию, он перевернул ладонь и достал кусок высококачественного теплого нефрита «Пурпурное солнце», который и взял в руку. Он медленно влил свою бессмертную духовную силу в нефрит, и тот тут же вспыхнул фиолетовым светом, озарив всю комнату теплым фиолетовым сиянием. Волна тепла разлилась по всему телу Хань Ли, и в глубине его сознания возникло чувство невероятного комфорта. Это было такое блаженное ощущение, что он на какое-то время потерялся в нем. Лишь спустя долгое время он открыл глаза и высвободил свою бессмертную духовную силу. Свет в теплом нефрите, пурпурное солнце, померк. Неудивительно, что люди в черной ласке были готовы пойти на такой огромный риск, чтобы заполучить этот материал. Если я использую его для совершенствования техники очищения духа, то обязательно добьюсь быстрого прогресса. Помня об этом, он осторожно подбросил кусочек теплого нефрита, пурпурное солнце, и тот завис над его головой. Затем он сложил пальцы в печать и применил 5-й уровень техники совершенствования духа. Из его межбровья медленно вырвался луч полупрозрачного света, затем несколько раз извился, как духовная змея, и резко вонзился в кусок теплого нефрита, пурпурное солнце. Нефрит слегка задрожал и снова засветился фиолетовым светом, но не так ярко, как раньше. Вместо этого свет, который он излучал, охватывал лишь область радиусом около 30 сантиметров, чего едва хватало, чтобы осветить пространство над головой Хань Ли. Внутри фиолетового света, казалось, клубился мутный фиолетовый дым, из-за чего он напоминал светящееся фиолетовое облако. Как только над головой Хань Ли появилось фиолетовое облако, на его лице мгновенно отразилось блаженство, а от головы во все стороны начали расходиться волны колебаний божественного чувства. 5 лет пролетели в мгновение ика. Внутри извилистого горного хребта в регионе Желтого Зерна находился небольшой сельский городок, полностью изолированный от остального мира. Близились сумерки, и из труб городских домов начали подниматься клубы дыма. Фермер возвращался в город, ведя на поводу рогатого быка, и проходил через деревянную арку, обозначавшую въезд в город. На улице в центре города множество дьявольских детей с 2 головами и 4 руками гонялись друг за другом, играя в салки, а несколько хорошо сложенных дьявольских женщин стояли рядом и болтали, время от времени поглядывая на своих детей. Если кто-то из детей падал, мать тут же подбегала к нему, отчитывала его и помогала подняться на ноги. Среди детей был смышленый на вид малыш, и он уже собирался незаметно запрыгнуть на одного из своих товарищей по игре, как вдруг заметил 2 фигуры, входившие в город в лучах заходящего солнца. Город был не очень большим, поэтому мальчик сразу понял, что перед ним 2 незнакомцев. Однако вместо того, чтобы испугаться, он начал разглядывать их с любопытством. У обоих была только 1 голова и по 2 руки, так что они совсем не были похожи на жителей города. Кроме того, они были одеты в красивые одежды с вышивкой, которую мальчик никогда раньше не видел. Одна из 2 фигур была обычным на вид молодым человеком. Заметив любопытный взгляд мальчика, он улыбнулся ему, в то время как седовласый мужчина, шедший рядом с ним, сохранял молчание и невозмутимое выражение лица. Этими 2 были никто иные, как Хань Ли и Ши Чуанькун. В ответ на улыбку Хань Ли мальчик тут же смущенно отвел взгляд, но вскоре не смог удержаться и снова посмотрел на него. Увидев это, Хань Ли улыбнулся еще шире. Ему пришло в голову, что эти дьявольские дети не так уж сильно отличаются от человеческих.
Я думал, что все дьявольские существа обладают врожденной способностью к самосовершенствованию, поэтому не ожидал увидеть поселение смертных в царстве дьявола. Это место похоже на полностью изолированный рай для смертных. Заметил Хань Ли. Все существа в нашем священном царстве обладают крепким телосложением, поэтому даже у смертных средняя продолжительность жизни составляет от 300 до 400 лет. Однако лишь малая часть из них обладает способностями к самосовершенствованию. Конечно, физическое развитие доступно каждому, но не все хотят заниматься таким трудным делом. Объяснил Ши Чуанькун. Действительно. Кстати, что это за существа, живущие в этом городе? Их аура довольно сильна, так что они не похожи на обычных дьявольских существ. Сказал Хань Ли. Среди низших существ нашего священного царства вопрос родословный не так уж важен. Поэтому, когда существа из разных племен размножаются друг с другом, бывает довольно сложно определить этническую принадлежность некоторых дьявольских существ. Похоже, у этих людей относительно чистая родословная, но я никогда не встречал таких существ в священном царстве, поэтому, боюсь, я не смогу их идентифицировать. Ответил Ши Чуанькун. Пока они разговаривали, мимо них прошла группа играющих детей. Они направились к небольшому чайному киоску в центре города и сели за столик, а женщины и фермер с любопытством наблюдали за ними. Владельцем ларька был горбатый пожилой мужчина с растрепанными волосами. Он принес Хань Ли и Ши Чуанькуну чай и вернулся в свою комнату, не произнеся ни слова. «Я достиг последней стадии совершенствования своих воинов Дао, так что нам придется остаться здесь на какое-то время», — сказал Хань Ли, сделав глоток чая. «Все в порядке. Нам все равно предстоит долгий путь, так что небольшие задержки здесь и там не имеют особого значения. В этом горном хребте не так много изначальной ци мира, но и дьявольской ци здесь гораздо меньше, чем в других местах, так что это подходящее место для того, чтобы ты совершенствовал своих воинов Дао», — сказал Ши Чуанькун. Хань Ли уже собирался ответить, как вдруг почувствовал, что земля у него под ногами задрожала. Он поспешно поднялся, прихватив со стола чайник и чашку, в то время как чашка Ши Чуанькуна упала на пол, и чай растекся по всему столу. Не успели они вдвоем сообразить, что происходит, как дети на улице начали возбужденно кричать: «Горный бог снова храпит». Тем временем все женщины неподвижно стояли на месте с невозмутимыми лицами, словно уже привыкли к этому явлению. Дрожь продолжалась около 20 секунд, после чего наконец утихла. Хань Ли вернулся на свое место и поставил чайник и чашку на стол. Чай пролился на скамейку Ши Чуанькуна, поэтому он встал и сел слева от Хань Ли. «Это что, землетрясение было?» — спросил Хань Ли. «Я не обнаружил никаких аномальных энергетических колебаний, так что, скорее всего, это было землетрясение», — кивнул Ши Чуанькун. Внезапно земля снова задрожала, и на этот раз Хань Ли уперся руками в углы стола, чтобы его не опрокинуло. Толчки повторялись еще около дюжины раз, прежде чем окончательно стихли. К тому моменту уже наступила ночь. Сгорбленный пожилой мужчина вышел из комнаты, держа в руках тускло-желтый фонарь. Он повесил его снаружи, а затем наклонился, чтобы поднять разбитую чашку. К тому времени, как он выпрямился, Хань Ли и Ши Чуанькун уже исчезли, и на столе остался только маленький дьявольский камень. Пожилой мужчина на мгновение огляделся, но не заметил дуэт Хань Ли и небрежно взял со стола дьявольский камень, прежде чем положить его в карман. По горной тропе за пределами небольшого городка быстро шли Хань Ли и Ши Чуанькун с напряженными лицами. «Ты уверен, брат Ли?» — спросил Ши Чуанькун по громкой связи. Глава 815. Обезьяна гора. Я уверен. Этот человек не дьявольское существо. На самом деле он — грозный зверь из бессмертного царства, известный как обезьяна гора. Эти существа любят носить горы на спине, и чем сильнее они становятся, тем больше гора, которую они носят. Для них это способ совершенствования, а некоторые могут носить даже целые горные хребты. Ответил Хань Ли. Неудивительно, что он ни разу не вышел во время землетрясений, но сразу же появился, как только толчки прекратились. Подумал Ши Чуанькун. В бессмертном регионе Лазурного Листа есть история о том, как старейшина секты бессмертных однажды убил молодую обезьяну-гору, чтобы усовершенствовать бессмертное сокровище, и во время нескольких попыток, когда зрелая обезьяна-гора пришла отомстить, она была ранена и вынуждена отступить сектой. После его окончательного отступления все думали, что на этом история закончилась, но спустя 10 тысяч лет обезьяна-гора разрушила основание всего горного хребта, на котором располагалась секта, и унесла ее прямо в море. Сказал Хань Ли. Это звучит слишком фантастично, чтобы быть правдой, даже в мире культивации. Размышлял Ши Чуанькун, оглядываясь в сторону маленького городка. Похоже, что жители города жили здесь на протяжении многих поколений и привыкли к частым землетрясениям.
Эта обезьяна-гора уже достигла стадии зенита небес, и, кажется, ее дикая и злобная натура со временем смягчилась. Сказал Хань Ли. Я предполагаю, что он не хочет, чтобы его узнали, учитывая, что он живет в таком уединенном месте. В любом случае, я надеюсь, что он не станет нас преследовать. Ответил Ши Чуанькун, кивнув. Однако, как только его голос затих, на горной тропе впереди внезапно появилась фигура, никто иной, как тот самый горбатый старик. «Ты действительно умеешь накликать беду, не так ли, брат Ши?» — вздохнул Хань Ли с кривой улыбкой. Ши Чуанькун был ошеломлен увиденным, и ему захотелось дать себе пощечину. После недолгого колебания Хань Ли сделал шаг вперед, затем сложил пальцы в приветственном жесте и спросил: «Чем мы можем помочь вам, старший?» Ши Чуанькун промолчал, но тоже приложил кулак к груди в знак приветствия. «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда», — ответил горбатый старик, заложив руки за спину. Его голос был очень грубым и хриплым. «Есть ли у вас какие-либо указания для нас, старший?» — осторожно спросил Хань Ли. «Нет, просто я очень давно не видел никого из Бессмертного царства и хотел задать вам несколько вопросов», — ответил пожилой мужчина. «Пожалуйста, продолжайте, старший. Я расскажу вам все, что знаю, но не могу гарантировать, что смогу ответить на все ваши вопросы», — сказал Хань Ли. «Откуда ты?» — спросил пожилой мужчина. «Я из бессмертного региона Черной горы», — ответил Хань Ли. Услышав это, пожилой мужчина помрачнел и сказал: «Некоторое время назад я жил в бессмертном регионе Черной горы. Это был очень тяжелый период в моей жизни, но я все равно скучаю по тому месту. Кстати, вы когда-нибудь бывали в месте под названием Горный хребет парящих облаков?» «Действительно, был. На самом деле я там какое-то время жил». «А вы там были, старший?» — спросил Хань Ли. «Я тоже пробыл там какое-то время, но не могу вспомнить, как давно это было. Все, что я помню, это то, что поначалу в горах было очень мало жителей, но потом стало появляться все больше и больше людей, и там уже не было так спокойно, как раньше, поэтому я уехал», — ответил пожилой мужчина. «Боюсь, что горный хребет парящих облаков уже не тот, что прежде. Там проживает очень много людей, и это почти независимый, автономный регион. Однако, когда я уезжал, Небесный двор, похоже, усилил контроль над этой территорией, и многие люди были вынуждены покинуть ее. Что касается того, как сейчас обстоят дела в горном хребте, боюсь, я не знаю ответа на этот вопрос». Вздохнул Хань Ли. «Все в порядке, это все равно в далеком прошлом. Полагаю, тебе удалось разглядеть мою истинную сущность, верно?» — спросил пожилой мужчина. Услышав это, Хань Ли слегка напрягся, тщательно подбирая слово, ответил: «Я бы не осмелился строить догадки о том, какова ваша истинная форма, но могу сказать, что ваша база совершенствования чрезвычайно высока». Сгорбленный пожилой мужчина кивнул и сказал: «Я слышал, как вы говорили о том, что вам нужно найти место для совершенствования воинов Даа, верно? В этом горном массиве много необитаемых долин, которые вы можете использовать для этой цели, если хотите. Спасибо за любезное предложение, старший, но мы не будем беспокоить вас по таким пустякам. Я найду другое место для совершенствования своих воинов Даа и уверяю вас, что мы вас не побеспокоил», — поспешно ответил Хань Ли. «В таком случае я сделаю вид, что этой встречи не было», — многозначительно произнес пожилой мужчина. «Будьте уверены, старший, мы вас здесь не видели», — тут же ответил Хань Ли, прижав кулак к груди в знак приветствия. «Все верно. На самом деле мы здесь даже ни разу не были», — поспешно вмешался Ши Чуанькун. Сгорбленный пожилой мужчина долго смотрел на Ши Чуанькуна, а затем заметил: «Ты определенно выбрал хороших родителей. Ладно, можешь идти». Услышав это, Хань Ли и Ши Чуанькун немедленно отдали честь на прощание и улетели, превратившись в две светящиеся точки. Только вылетев за пределы горного хребта, они позволили себе слегка вздохнуть с облегчением и, оглянувшись в сторону городка, увидели, что весь горный хребет начал сильно дрожать. Хань Ли активировал свои адские дьявольские глаза и устремил взгляд в сторону основания горного хребта. Он едва смог разглядеть гигантскую горбатую фигуру, которая несла на спине весь горный хребет. Сгорбленная фигура ползла на четвереньках и так хорошо сливалась с горным хребтом, что Хань Ли вообще не смог бы их различить, если бы не его адские дьявольские глаза. В этот самый момент гигантская гора на переднем крае горного хребта начала медленно поворачиваться в его сторону. Растительность и камни на горе разлетелись в разные стороны, и на ней появились два гигантских глаза. В золотых зрачках глаз появился холодный блеск, и Хань Ли, увидев это, тут же убрал свои адские дьявольские глаза и улетел вместе с Ши Чуанькуном. Они летели вдвоем 3 дня без остановки, пока, наконец, не приземлились на ближайшей горе.
Они остановились здесь не потому, что чувствовали, что уже отошли на безопасное расстояние, а потому, что совершенствование воинов Дао достигло самого важного этапа, и Хань Ли должен был без промедления нанести на них руны. Спустившись с горы, Хань Ли даже не успел обустроить временное жилище в пещере. Он лишь попросил Ши Чуанькуна подежурить вместо него, а сам поспешил в царство цветущей ветви. Со второго этажа бамбукового здания у пруда непрерывно доносились раскаты грома, и вся комната была наполнена пурпурно-золотыми молниями. Как только Хань Ли вошел в комнату, ему показалось, что он снова оказался в пруду с молниями, очищающими кости. Однако это чувство длилось лишь мгновение, поскольку пурпурно-золотая молния в комнате обладала лишь схожей с прудом омовения костей аурой, но не имела и близко такого уровня силы. Тем не менее, такой устрашающей ауры молний было бы достаточно, чтобы усмирить бесчисленное множество призраков и духов. Слава небесам, что ты здесь, собрат Даос Хань. Я уже не надеялся, что смогу сдержать этот пруд с молниями. С облегчением произнес Даос Се. Прошу прощения за задержку, остальное я возьму на себя. Сказал Хань Ли и быстро направился к массиву. Даос Се немедленно вышел из строя, чтобы Хань Ли мог занять его место, а затем молча встал у входа в комнату, наблюдая за происходящим. Хань Ли уже знал, какие руны нужно начертить, поэтому ему не нужны были указания Даоса Се. Он начал читать заклинания, и узоры на земле стали проступать все четче и четче, а затем постепенно оторвались от земли и зависли в воздухе. В то же время все золотые бобы поднялись в воздух и соединились нитями божественного чувства Хань Ли, образовав гигантское дерево, сияющее золотом. Тем временем сеть молний поднялась до самого потолка комнаты и охватила все дерево золотого света. Увидев это, Хань Ли тут же сменил печать, из его глаз хлынул синий свет, а нити божественного чувства, выходящие из межбровья, засияли еще ярче. Он быстро перебирал в руках печати, действуя очень слаженно, как будто репетировал эту последовательность действий сотни раз, чтобы быть уверенным, что сможет выполнить ее без запинки именно в этой ситуации. Однако это был крайне медленный процесс, но у Хань Ли было более чем достаточно терпения. 3 месяца пролетели как один миг, и процесс завершился, породив тысячи новых воинов Дао. Хань Ли передал воинов Дао Даосу Се, а затем немедленно покинул владение цветочной ветви, чтобы продолжить свой путь с Ши Чуанькуном. Друзья, эти главы, когда лучший способ спастись от погони полубогов, это сгореть у них на глазах. Чтобы вырвать Хань Ли и Ши Чуанькуна из лап преследователей, маркиз Небесного Топора взрывает телепортационную пагоду и создает идеальную иллюзию их гибели. Это не безумие, а холодный расчет. Ущерб от разрушения — ничто по сравнению с гневом герцога равновесия, чье имя само по себе держит в страхе целые силы. Так враги получают пепел вместо следа, а герои — редчайшую передышку. Но вместо нового портала они выбирают самый медленный путь — пеший переход через земли дьявольских зверей. Телепортация оставляет след, а длинная дорога стирает его, превращая беглецов в тени. И Хань Ли использует эту тишину без остатка. Золотые бобы, годами напитанные молнией рядом с лазурными мечами, становятся зародышем новой армии, а небесная бутылка пробуждает в древнем корне узоры закона времени. Пока враги ищут призраков, Хань Ли кует себе новое оружие и новый запас власти над битвой. Даже вынужденная остановка в глухом городке, стоящем на спине древней горной обезьяны уровня зенита небес, не ломает этот ритм. Пока земля дрожит под лапами исполина, Хань Ли с Даосом Се завершает массив для воинов Дао и продолжает лечить плачущую душу нефритом пурпурного солнца. Беглецы больше не выглядят загнанной добычей. В тени они уже превращаются в новую угрозу. Готовлю продолжение.